Всем привет, с вами Фиксил, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем на Радужном Валу делать 4-й слотик и что-нибудь прикольное туда брать, и с этим уже всем смотреть, насколько же он станет имбовым. Но перед этим, ребятки, хотел бы там немножко вам показать кое-что, я, чуть-чуть ошибся, да. В общем, видите вот этот вот смайлик, это у нас VIP Safari, да, и именно эти смайлики, которые вчера говорил, что они вот появились. Просто раньше, когда первый раз вводили VIP Safari, этого смайлика не было в смайликах, да, то есть он был скрыт. И он вообще не считался как смайлик, да? То есть он был просто значком, отображающим то, что вам повезло и вы попали в VIP Safari. Я, конечно, не попал в VIP Safari, ну как, куда ж мне в VIP Safari попадать, такие вот делишки. Это по поводу этих смайликов. И, кстати, там кто-то писал, что опять запустили VIP Safari, но я не уверен в этом, потому что разрабы как бы ничего не анонсировали, поэтому сложно сказать. Ну и погнали, в общем, качать 4-й слотик. Да, на прекрасном Валуи. Эх, 4-й слотик. Какая сейчас он имба станет, я чувствую прям. Опять же, что возьмем, не знаю. Ой-ой. А, у меня же 15, точно, все нормально. Я что-то думаю, а где 4-й слот? А в смысле, а что, надо 16 качнуть? Ну, в общем, вы понимаете, да, немножко я потерялся. Вот он, 4-й слотчик, 120 тысяч, поехали. Не будем тянуть. Луисаки уже 15 уровень, как бы, но у этого 15 уровня нету прекрасных 4 слотов, поэтому это нужно исправить. Ох, щиток. Так и манит, чтобы взять, а? Вообще. Итак, чего же на Луи не хватает? Я думаю, мне не хватает подвижности, хотя я бы взял бинт, потому что сейчас рейтинг слишком низкий, и как бы подвижность, мне кажется, мало мне чего даст, а вот бинт, возможно, даст мне бесконечную хпшку за счет вот зуба вампира и бинта. Но это не точно, ну просто чисто возьмем потестить, а дальше посмотрим. Возможно, все-таки стоит лучше взять дефибриллятор, опять же, для команды, но мне кажется, на таком рейтинге он того не стоит, как минимум. Ну, еще один момент, ребятки, это то, что там ивентик же у нас идет. Я посмотрел второй этап, у меня 170 очков. Посмотрел я награду, за него бронзовый ящик, немножко монеты, подумала, зачем оно мне нужно, вот эта душнина. Ну и плюнул, как говорится, на это все. Потому что, ну, оно того не стоит, как по мне, вот. То, что там реально много очков нужно заполучить, чтобы ради вот этого вот всего, ради... Короче, я еще не отошел от прошлого ивента, надо просто немножко отдохнуть. И тогда, я думаю, можно будет залетать в следующий ивент. Но это не точно. Итак, у нас тут пока что все хорошо, лутаемся. Ботики, вон, смотрю, бегают всякие разные. Опять же, Луи есть такой бонус. Сейчас у меня он как бы первобытный синк есть на Луи. И, по идее, это дает очень жестких мышек для него. Но эти очень жесткие мышки, ну, они так себе смотрятся. Но, есть один момент, это когда вы, к примеру, деретесь, ну, как бы это сказать, 1 на 1. Там мышки прям очень жестко решают, особенно против персонажей, у которых, ну, знаете, одиночные атаки, вот, типа, ну, не жирафа, наверное, но есть у нас персонажи, у которых очень одиночные атаки, вот, к примеру, Яра, да, у нее дробовик достаточно, ну, по радиусу маленький, и поэтому получается, что он достаточно слабоват и не покрывает иногда всех мышек, и можно, в принципе, против Яры их просто так вот отправить, они за Ярой пойдут, начнут ее бить, она их не сможет убить, они ее продамажат, и вы просто по КД нажимаете одну кнопочку, и у вас автоатакой будет отправляться мышки на Яру, и как бы минус Яра сама по себе. Такие вот дела. В этом плане Луи хорош. Ну и плюс против некоторых ближников, которые там, знаете, сделали вас фулл рассказ, вы такие, опа, направили на них мышек, которые, к примеру, рядом с вами бегали, а он, к примеру, где-то вдалеке от вас, на средней дистанции фулл рассказ сделал, ну и вы такие, опа, и наносите ему урон мышками. Работает очень круто, особенно в начальном этапе, когда нету оружия, тоже. Ну, а в принципе в остальных этапах это чисто щиток. Чисто щиток от одиночных атак и не более. Ладно, погнали, короче, направо, потому что наши противники непонятно где ходят. Скорее всего, либо снизу, либо сверху на краю зоны. Один из двух вариантов. Я думаю, что сверху. Но наш фламинго решил умереть в зоне. Вот чё мне так везет? Вот чё мне так везет? Блин, как же я тут так косячу? Почему моя команда просто Да что вы себе позволяете, ну? Вот просто офигеваю, что они себе позволяют? Да меня это бесит, блин, что мы за команда каких-то неадекватов очередных? Почему они себе такое позволяют? Что, ничем они занимаются? Зачем они на краю зону вот этой фигней страдают опять? В очередной раз. Как же хорошо, что у меня гранатка есть. Но сейчас не знаю, как мы будем здесь выживать. Если Никс не подберет ту аптечку, это будет капец. Просто лютейший капец. Но я тут не дам выжить этому нашему другу. Аптечку я, конечно, подбирать не буду, потому что, ну, вы сами понимаете, там негде подбирать. Камилёш, ну подбери аптечки, ну. Красавчик. Давай, лутай. Еще одну подберешь?
Подобрал, хорош. Только зачем он в зону пошел, я вот не знаю. Не, он вернулся, нормально все. Все, ок. Зебра, конечно, с ботинком это сила, мощь, но я более сильная мощь, наверное. Ну вот видите, кстати, у меня был бинт, и он достаточно неплохо меня отхиливал в моменты, когда мне уже нечем было хилиться. Ну и в этот раз, кстати, вот заметьте, у нас же был Зебр. Нет, не Зебр, кто у нас был? Никс с инструментами, да? Мне вот в этот раз инструменты неплохо так помогли. Очень много они мне дали бонусов в плане выживаемости. То есть они помогли выжить там, где я не мог этого сделать. Да блин, как же он столбал бегать? Вот просто любители побегать. Лучше бы вы так бои выигрывали, чем они так бегают, а? Вот зачем он, кстати, сейчас бегал? У него ж не было варианта вообще победить. Но он зачем-то это делал. Да, вот видите, вот второй этап 140 очков, и как бы... Ну, я не собираюсь дальше идти. Просто не собираюсь. Он того, мне кажется, не стоит. я еще не могу отойти от тех прекрасных дней, когда я душился за ивент прошлый. Ой, тяжело, тяжело. Ну ладно, давайте отправимся с любой. Пока что Луи себя показывает неплохо. В плане машины-убийцы и такого полутанка он себя оправдывает. Позволяет мне все-таки выживать вот против Зебры 13 уровня. Хотя Зебра был 13, я 15, как бы разница в уроне, разница в КПшке. Но вы видели, Зебра меня просаживал. Но это Зебра. Если бы он еще играл получше, он бы мог меня, наверное, развалить. Потому что, ну, я, честно говоря, целюсь, как видите, не очень качественно. То есть обычно это автоатака. Поэтому какой-нибудь очень скилловый игрок может меня спокойненько так-то поддушить и развалить. Даже, ну, особенно если у нас равная ситуация какая-нибудь. На Джейд отправим. Вот видите, вот луком просто в никуда, копьем в никуда. Вот примерно вот так про это и говорил. Ну, опять же, здесь неудобно, это ближний бой, здесь не направить атаку достаточно хорошо, да. Ну, как получалось, так получалось. Но вроде мышками, кстати, задушили. Мышками, гранатами получилось. Лутай, лутай, акул, давай. И тут залутайте, красавчики, вообще, молодцы. Ну что, мы как-то живые, минус 2 противника сделали. Получается успешный успех. Надо бы двигаться дальше. Опа, Никс с легендарной гранатой. Ну, если она выпадет под меня, то я залутаю легендарную гранату. Если не выпадет, то не залутаю. Так, ну, здесь у нас кролик скипим. Ну, она не выпала под меня. Что я могу сказать, ребятки? Больше мне нечего сказать, к сожалению. К сожалению, больше нечего сказать. Ну, видимо, Баку она нужнее. Каким-то чудом он взял ее. Ну да ладно, пусть будет у Бака. Ну, вот видите, вот просто он стоит. Он стоит, у него лагает, наверное. Или еще какая-то... Да, ребят, именно так. Одиночная граната легендарная. Ай, за что мне все это? Сандали святого, ботинок. Бак 3 слота, если что. Чисто на подвижность играет. На этом рейтинге. Зачем ему столько подвижности на этом рейтинге, я не понимаю. Я тут душил себя, что надо взять хотя бы один предмет на подвижность на 4 слота, а он 2 предмета из 3 выбирает на подвижность. Не знаю, как он живет. Если там не зубы вампира, то это сочувствую ему очень сильно. Ну там по-любому должны быть зубы вампира. Если это не они, то это капец какая потеря у Бака. Надеюсь, у него хотя бы зубы вампира. Ну ладно. В принципе, пусть он залутал легендарную гранату, фиг с ним. Надеюсь, мы и без нее сможем затащить. Хотя, ну, представляете, легендарная граната на таком мощном Луи, это, конечно, да. Было бы слишком жестко. Наверное. А может и не было бы. Противники непонятно где, как всегда. Моя команда, ну хотя бы вместе плюс-минус ходим, и то хорошо. А вот, кстати, противнички. А нет, это кролик с хиппи один здесь бегает. Ну, посмотрите, просто одна пулька из лука попала. Всего лишь одна. И сколько урона нанесла кролику с хиппи? Ай, они сейчас будут умирать по одному. Как же это меня бесит. Как же это бесит. Почему они просто не могут встать и стоять, смотреть на это все? Ай, как же они бесят. А они дают просто отхиливаться кролику с хиппи. Ну все, я наконец-то додушил его. Ой, какие же они бесполезные. Вот просто, ну вот слов нету, ну. Встать так, чтобы он не смог тебя продамажить на воде? Нет, слишком сложно, слишком. Мы так делать не будем. Мы будем стоять так, чтобы нас было легко убить и чтобы мы ничего не могли сделать. А давайте еще на краю-зонную умрем, да? Гениально. Ой, я сейчас луками немножко, ну, как немножко? Я хорошо попал, в принципе, всеми луками. Тут не поспоришь. Ох, как залетает. Как же залетают луки с Луи. Ах, кайф. Так, ну пока что живем. Так, видали? Просто через стеночку. Там вот преимущество, конечно,
Джейд, конечно, долбала здесь бегать. На тебе плюхи. А, она с ними? Я думал, что-то она соло. А она оказалась не соло. Достаточно не соло. Ну, им деваться некуда. Они там уже свое, наверное, сейчас получат. Еще один Никс. Да вы задолбали. Просто бегают в округе. Куча Никсов и не дают нормально затащить. Джейд пытается убежать. Ну, любитель ботинка, как говорится. А любитель ботинка, который ничего не делает в замесе. То есть вы понимаете, вот просто Джейд, которая ни разу не ворвалась в противоположный склад. Не, она там, знаете, что-то как-то бегала там на краюшке, там смотрела, что-то пыталась ворваться. Но как-то не было ни одного такого вот плотного врыва, чтобы вот прям ух и все. Опача, опача, вот эта минутка. И кого же мы тут будем бустить, льва? Кого ж еще, да? Кого ж еще? Конечно, льва. Ну давайте хоть глянем, что мне там по льву. Такие, ну, конечно, вряд ли тут есть жетоны на льва. Магические 3 шестерочки, а? Как всегда, впрочем. Топовые акции на прокачку. Ладно, погнали в следующий бой. Затащим еще разочек за прекрасного Луи. Эх, были бы противники и союзники бы идеальные, была бы классная игра. Конечно, было бы сложно играть, но было бы интересно, по крайней мере. Ну что же. 3 сквада там, и мы тут. И у нас Никс, конечно же, побежал за легендарным ботом. Ай, это -1, ладно, одаренный в команде. Так, ну что. Никс с кофем. Уже 2 одаренных в команде. Ну, пока что 2 это не 4 хотя бы. Это радует. Хотя, опять же, 2 остальных могут повестись на одного ну, на 2 одаренных и делать, ну, и бежать с ними там, делать то, что они делают. И как бы это может привести к исходу, вы понимаете, к этому, да? Но выбора особо нету. Придется играть с этими неадекватами. Разменивать их хотя бы на урон. Хотя бы. Ну, видите, 7 уровень, о чем я говорил. Просто по карте можно понять, какой игрок и что он из себя представляет. Здесь 3 склада были в линию, да? Скорее всего, кто-то между ними уже дерет. Блин, забыл. Я нубас, да. Нубас. Это ж... Надо забыть, что автоатака в бочке не работает. Ну вот да. Это я. Так, бочки ломаем, потому что, вы видите, инструментальщиков много. Одаренный Никс 1 номер. Как неожиданно, а? Как неожиданно. Вообще ни разу не ожидал. Вообще, да. Ой. Сейчас акул подставится тоже, блин, чекайте. Я почти бака шотнул. Вот этого он не ожидал. Очевидно, не ожидал. Ой, как не ожидал. Там, кстати, акул делает все правильно. Он врывается с бачка. Ну, в плане, я говорю с бачка, это в плане сбоку, имеется в виду. Блин, тут баков много, я сейчас смогу отлететь из-за того, что их тут так много. И походу я это сейчас и сделаю. И походу там еще несколько сквадов одновременно. Ай, да, я отлетел. Не хватило мне выживаемости. Что я мог сказать? Гениальный Никс, раз. Гениальный Акул, 2. В итоге 3 одаренных было в команде, которые слили эту игру. Зачем заходить в кусты под 5 баков? Ну ладно, там не 5, там было 3 бака, допустим. Да зачем это было делать? Зачем? Почему нельзя гранатку покидать, не заходя в кусты, а? Это что, так сложно? Так невероятно сложно для этих ребят? Видимо, да. Ну что ж, ребятки, вот такой вот сегодня у нас прекрасный Луи на 4 слота. Как видите, сильный, мощный, но с адекватной командой можно реализовать себя намного больше и сильнее, и лучше, чем вот с такими вот игроками, к сожалению. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.